Привет! Сейчас я тут под навесом. Я, кстати, вас всех приветствую на моем канале «Уютный мир игрушек и амигуруми». Меня зовут Катя. Сегодня у нас снежок, сегодня у нас 10 марта. И нас, как всегда, Краснодарский край радует прекрасной погодой. Мы все же ждали, что вот-вот уже потеплеет, но весна не хочет приходить. Идем сейчас в магазин. Хочу еще посмотреть цены заодно на некоторые продукты. И вечером попить, может быть, что-нибудь с вкусняшечкой. Хочу мясной пирог сделать. Тесто я буду покупать готовое. Давай руку. Поэтому тесто я куплю готовое, фаршик дома есть. Сделаю мясной пирог. Муж попросил пирожки, но с пирожками не очень хочется возиться. А пирог один большой сделать нормально. В общем, сейчас закупимся. Начала, кстати, еще небольшой процесс. Я наконец-то начала вязать. Как бы не усердно, прям так, но вяжу зайку по своему же мастер-классу. Будет пасхальная ярмарка скоро, примерно через меньше месяца. И буду готовиться, потому что перед этим на ярмарку я приехала, у меня было совсем мало игрушек. Но все равно 6 игрушек я продала. Пошли быстрее. Мы наконец-то дома. В принципе, я не знаю, алкоголь можно показывать на камеру, но я повернула этикетками, чтобы не заблокировали мое видео. Алкоголь был по акции, это все нашего производства, то есть Краснодарский край. Здесь получается крымская, Бзымта называется, и Сапирави я взяла, это Тамань. Вот, Тамань находится от Краснодара 4 часа езды, а от Анапы, где живут родители, час езды. То есть мы, когда с папой ездили в Тамань, на Азовское море, мы постоянно приезжали в виноградники. Очень красиво, особенно когда летом ты едешь, все зелено, куча виноградов, это вот собирает его. Очень классно, когда смотреть. А также в нашем Краснодарском крае есть и Абрау-Дюрсо, получается, Тамань, крымские вина. В общем, если посмотреть по карте, то Краснодарский край вообще славится вот этими винными, хотел сказать, погребами, винными полями, да. И здесь у нас есть рядышком между Анапой и Новороссийской тоже винный завод. Честно, название не вспомню, там такое интересное. Так, что? И взяла еще по акции. Я вот не посмотрела, это зарубежных или нет. А здесь получается 6 кусочков тоненькими со злаками. Они стоят около 50 рублей. Ну, была акция, мы взяли по 34 рубля. Муж любит утром кушать, и я. Вот взяли 2 кусочка. Очень вкусные. Ну, то есть за 30 рубля один раз можно купить. Потом я люблю сиртаки с вином. И взяла вот тесто. По поводу теста. Кто-то у меня спрашивал, какое тесто покупать. Обычное тесто дрожжевое. Вот, это Магнит собственное производство. Если есть Магнит в вашем городе, то оно всегда есть в производстве. Так как Магнит это краснодарская фирма, поэтому он по России есть, но не во всех городах. Вот, сейчас оно лежит в холодильниках. Оно сейчас остынет. Я его положу под лампочку, ну, под обычный свет и в духовку не включенную. И тесто поднимется, и уже тогда смогу с ним готовить. Тоже решили попробовать картошку фри. Не знаю, как буду готовить. В общем, и вот я еще хотела показать. Я первый раз такие штучки пробую. Это пластинки медовые с кунжутом. То есть они разделяются на тоненькие-тоненькие полосочки и в основном заворачиваются всякие рулетики. У меня муж сам с Владивостока, и к свекрови приезжали гости и привезли вот такие вот штучки. Это там же Китай, у них на автобусе можно доехать и привозят такие интересные штучки китайские. Вот хочу сделать с сыром, с мягким, посмотреть как будет, и еще что-нибудь нафаршировать туда и сделать рулетики. Вот, в общем, с вином, надеюсь, будет очень вкусно. И, в общем, я приготовила, будет мясной пирог и сделаю грибной. Грибной пирог ем только я в моей семье, поэтому мне достанется очень много. И буду потихонечку готовить. Еще хотела показать аджику. Аджика очень вкусная, это тоже наш Краснодарский край. В общем, вот с макарошками самое то. Так что буду готовить. Пирог покажу чуть попозже. В общем, вот у меня пока только процесс. Это мясной пирог. Сейчас мы его положим в духовочку. Он немножко поднимется, и потом я ее закрою.
так постоит минут 5, немножко он приподнимется, и мы потом будем его запекать. Приятного аппетита! Мы пошли ужинать, а я вам говорю пока и встретимся уже с вами завтра. Покажу вам свои вязальные дела и покажу свой процесс, который я сейчас начала. Все, пока-пока! Ну что, сегодня у нас уже 11 число. Я обещала, что буду показывать сегодня вам о вязании, так как канал называется «Уютный мир игрушек Амигуруми». Первый день я вам показывала, в принципе, мои маленькие кусочки из моей жизни, как вообще проходят будние дни, когда муж на выходном. В принципе, когда муж на выходном, я практически не вяжу, но в последнее время прям какой-то кризис у меня вязальный, поэтому очень-очень мало вязаных вообще у меня процессов. Вот пришлось начать игрушку, я начала недавно ее, чтобы что-то показать уже в следующем влоге, поэтому сейчас вам буду показывать совсем маленькие кусочки, так что сильно не обижайтесь. Так, это мастер-класс зайки, его пока нигде нет. Здесь пока связана одна голова. Это мастер-класс единорожки и лисичка с енотиком. Здесь тело, голова, все одно и то же, только меняются ушки и размер глазок. И, ну да, и носик, в принципе. А так везде все одинаковое. Успела оформить мордочку, еще пока сам носик не пришивала, и ушки. Сейчас хочу начать вязание туловища. И еще у меня вечером я освобожу себе несколько часов. У меня в голове висит один мастер-класс по вязанию мишки. Это, так сказать, продолжение винтажной серии, только мишка будет немножко поменьше. И также будет схемка мишка плюс зайка, но это, скорее всего, будет в формате PDF. Это будет платный мастер-класс, потому что серия винтажных. Вот, вечером я посижу, подумаю, попробую связать голову. И, конечно же, вам покажу, что у меня вообще, какие процессы получаются. На данном этапе пока у меня вот это вот все. Хотела показать вам раскрытый фотофон, который я купила недавно. Но мне, честно говоря, было лень все убирать с рабочего стола. Поэтому у меня осталось все как и прежде. Вот, в принципе, я буду вязать, немножко позже к вам подключусь и покажу, как получается игрушка. И немножко я отдыхаю от розовых оттенков, потому что перед 8 марта и кошечка вязалась в платьишке с розовыми оттенками, маленькие кошечки вязались в таких розовых оттенках. Практически в каждой игрушке у меня были розовые оттенки, и немножко хотела отдохнуть, связать голубенького зайку. В принципе, буду таких зайчик навязывать разноцветных, они пойдут на ярмарку к Пасхе. Пасха у нас намечается к концу апреля, как раз таки есть целый март подготовиться и часть апреля еще, и успеть навязать таких разноцветных зайчиков. А туда дальше уже, конечно, и цыплята с яичками пойдут. Вот. А пока такие новости. День практически только начался. Ладненько, подключусь к вам позже. Всем кофе. Доброе утро! У нас уже сегодня новый день, и я успела довязать игрушку. Зайчик у меня получился 22 сантиметра в рост. А на самом деле он кажется, что он такой большой, но на самом деле он очень экономичный. По поводу пряжи. Прежде чем вязать зайчика, я кусочек пряжи взвесила. На остатках у меня было 52 грамма голубенькой пряжи. И по остатку у меня остался вот еще один маленький совсем моточек. Не взвесила, ну 10 грамм. Сейчас взвешу, подождите. Пишет на весах 7-8 грамм. То есть очень экономично получилось. Зайка мне нравится. Такого зайка я уже вязала. У меня был розовенький, его купили на ярмарке. И также повторюсь, это схемка лисичка, енотика и единорожки. Вот. Моя первая готовая игрушка за последние почти 2 недели полноценная. Это у меня прям вообще рекорд. И начала еще вязать мишку. Вяжу мишку, в планах у меня вязать его не было, это просто даже произвольное
оформления головы. Я не планировала совсем его вязать, так как я хотела начать вязание, как я хотела вязать по новому мастер-классу винтажные мишки, да, сделать. Но я начала, но так и не продолжила. Вывязала носик, мне что-то не понравилось, и в итоге вдохновения у меня не было, и я пошла смотреть сериал. В общем, такие вот у меня новости на сегодняшний день. И еще по поводу блокировки каналов, так как YouTube у нас не очень дружит с Россией, так как и многие программы, то есть Instagram, да, где в основном мы сидим, то в скором времени их уже заблокируют. Instagram начнут чистить с 14 числа, как нам обещают новости, а YouTube немножко позже. Но чтобы мы не теряли друг дружку, я создала сообщество ВКонтакте. Правда, я еще не разобралась, что там, но по ходу дела мы сможем с вами что-то там сделать. Там будут также выставляться мои мастер-классы в печатном формате. Мастер-классы в видеоформате будут в Яндекс.Дзене. Поэтому все ссылочки, где вы можете меня найти, я оставлю под видео. Проходите, подписывайтесь. Давайте друг дружку не терять. Я все же надеюсь, что в дальнейшем разблокируют и вернется у нас канал Инстаграм, но не факт, что наши странички все сохранятся. Поэтому, конечно же, очень жалко и обидно, но ничего тут уже не сделаешь. Поэтому начинаем все с чистого листа. Так что на этом я буду с вами прощаться. Пойду готовиться к следующему видео. Следующее видео будет у нас флешмоб в поддержку России. Поэтому присоединяйтесь. И до связи. Пока-пока.